Привет! Прошло уже больше 10 месяцев с момента выхода Counter-Strike 2, и пора бы подвести итоги. И ведь поначалу игру встретили не очень хорошо, было очень много хейта и негатива в ее адрес. Да и сейчас общественность больше негативит в сторону игры, чем относится к ней с пониманием. Техническую часть каждой из игр вы прекрасно знаете, и рассказывать вам ее просто бессмысленно. В CS2 ее сделали чуть-чуть посвежее, перенесли игру на новый движок и изменили какие-то механики. Но в целом различий особо нет. Шел я в CSGO, повторюсь, чтобы вспомнить былое, старую Counter-Strike, и может вдохновиться, и, как говорится, раньше трава зеленее была. Но получилось так, что играя в CSGO меня держала только сильнейшая ностальгия и воспоминания о прошлом. О своем подростковом возрасте, о людях, с которыми я вместе играл в Counter-Strike ночами в детстве. Всем здорово, с вами как обычно Тайп. Пожалуйста, давай. Ну ты сможешь, я в тебя верю. Давай. Запустись. Во всем остальном мне было довольно противно играть в Counter-Strike, потому что игра, ну прямо скажем, морально и технически устарела. Даже учитывая всю ту гору обновлений, которую завозили в игру с десяток лет. Главными и самыми ощутимыми моментами стали передвижения персонажа. Во-первых, у меня было ощущение, что его просто нет в пространстве, что он нематериален. В новой CS я ощущаю, что персонаж живой, что он материален и находится в пространстве. Но вот честно, даже спустя 10 лет стрельба в CSGO мне кажется более уверенной, чем стрельба в CS2. Потому что в последней как будто какие-то подкрутки в голову идут при зажиме, где-то оно наоборот не регает в голову. В общем, с тикрейтом огромные проблемы. Главным, наверное, самым ощутимым изменением стала стрельба с АВП, потому что в CSGO АВП гораздо легче управляется. Она там была более аркадной, ее можно было абузить, и в целом игроки этим активно пользовались. А во всем остальном на данный момент, а именно середина 2024 года, CSGO даже с закрытыми серверами имеет в 3 раза больше контента, чем новая CS. Как минимум больше карт, как максимум больше режимов и каких-то серверов с той же самой запретной зоной. А что нам может предложить CS2, будучи самой свежей релизной версией? Пару карт, только недавно появилась возможность создавать кастомные лобби, и считай все. Да, в CS2 можно апать звания и есть ранговая система, но чисто технически, если исключать тот факт, что у CSGO нет серверов, то за 10 месяцев в CS2 не добавили практически ничего того, к чему привыкли все старые игроки за 10 или больше лет игры в CS. При этом я не утверждаю, что игрокам так нужна запретная зона или перелетные снайперы, я говорю про базовые вещи. Просто хотя бы завезите старые карты и все. Но в общем и целом после CS2 CSGO у меня начала вызывать небольшой рвотный рефлекс. Она слишком тусклая, модельки ужасно двигаются, и в целом физика работает совсем по-другому. Было очень приятно поиграть на старых картах, на кэше, вспомнить былое, но надо идти дальше. И во всех планах, кроме ностальгии, CSGO это старая игра, которая уже пережила свое. Я всеми руками за CS2, за улучшение качества картинки, за обновление технической части, за новый движок. Это все движение вперед, и это всегда хорошо. И если так подумать, на чистом сравнении сразу же после CSGO перейти на CS2, игра действительно стала гораздо свежее. Поэтому все, кто говорят, что CSGO ничем не отличается от CS2, видимо, просто не играли в CSGO.